Друзья, всем привет! Мы уже с вами знаем, что украинская власть поставила, скажем так, задачу, да, перед собой, такую глобальную задачу. Эта задача касается украинцев, которые находятся за границей, в большинстве странах Европейского Союза. Так вот, эта задача состоит в том, чтобы как можно больше граждан Украины, украинских беженцев вернуть на территорию Украины. Вы все прекрасно об этом знаете, об этом ежедневно можно прочитать в украинских средствах массовой информации. Немецкие журналисты пообщались с гражданами Украины, которые находятся в Дрездене. И как раз таки они пообщались, вот как раз таки такие вопросы задавали по поводу возврата их домой. И вот что ответили граждане Украины, украинские беженцы, находящиеся в Дрездене, немецким журналистам. Для большинства решение уехать за границу было обусловлено соображениями безопасности. Безопасности их детей, их собственной безопасности. А для многих, конечно, и тем, что они потеряли все. Ну, имеется в виду жители из приграничных регионов, где ведутся боевые действия. Если они с востока Украины, то они потеряли свои дома. Тогда было принято такое решение бежать от войны. Украинское правительство должно выложить свои предложения на стол. А затем люди сами решат, достаточно ли они надежны и серьезны, чтобы паковать вещи и возвращаться или нет. На данный момент предложения еще не конкретны. Вот почему многие не могут себе представить, как это будет выглядеть. Это так ответили немецким исследователям украинские беженцы, которые находятся в Дрездене. Но тут остается вопрос, друзья, главный вопрос, как я считаю, мое личное мнение, может быть я не прав, вот вы, кстати, тоже напишите в комментариях. Это вопрос доверия к украинской власти. Какой, по моему суждению, какой вменяемый и адекватный гражданин Украины, еще раз говорю, адекватный гражданин Украины, поверит обещаниям украинских чиновников? Какой? 30 лет обманывали, причем обманывали все. 30 лет наживались, 30 лет мы слышали разные схемы, да, кто-то обворовал, начиная с этого, был при Кучме премьер-министр Лазаренко, да, сколько он украл денег, в Панаму улетел, это 95-96 год, только Советский Союз развалился, все, начали грабить, воровать со страшной силой. Там 9 лет отсидел, не вернулся, ну понимаете, о чем речь? И так происходило при каждом президенте. Просто грабили. Сейчас я о сегодняшних чиновников украинских даже вообще не хочу ничего говорить. Там просто нету никакой им веры. Просто нету веры. Там банально просто уже воруют, обманывают свое население, даже не стесняются. Понимаете? Поэтому я говорю, какой адекватный гражданин Украины, который это все прекрасно понимает, какой это все видит, какой адекватный поверит обещаниям украинских чиновников, которые сегодня находятся при власти в Украине. Кроме того, большинство граждан Украины, трудоспособных, уже до какой-то степени выучили языки тех стран, в которых они находятся, нашли работу и уже работают. Уже думают, как получить постоянный там, вид на жительство или получить какие-то другие основания там, по работе, то есть как уйти с временной защитой. Многие уже поуходили с временной защиты. Не говорю Германию, я говорю, если мы возьмем там, Польшу, Чехию, Словакию, там люди по 90% граждан Украины уже работают, сами себя обеспечивают. Никогда в жизни они не вернутся в Украину. Никогда. Поедет какой-то, может быть, возможно, маленький процент из трудоспособных, я говорю. Да, пенсионеры поедут, потому что если временную защиту прекратят, соответственно прекратятся выплаты, сами себя они обеспечить не могут, потому что никто их на работу не возьмет. Все. И они вынуждены будут поехать. Они одна из уязвимых категорий. Они вернутся в Украину. Но трудоспособное население, граждане Украины, по моему личному мнению, да, я думаю, что может быть и вернется, но это будет там меньше 5%. Но все равно Украина пытается реализовать эту программу по возврату. Какие шаги украинская власть предпринимает, чтобы вернуть граждан Украины? Первым шагом было установление тесного контакта с украинскими беженцами. Для этих целей было переименовано, не создано, они же создать министерство не смогли. Кричали везде, что мы создали, а на самом деле переименовано. Они взяли старое министерство, которое называлось реинтеграцией, там тарара, длинное название. И вот они его переименовали
И стало называться новое министерство, Министерство национального единства. Министром назначили Алексея Чернышова. Значит, Алексей Чернышов начал с января 2025 года активную деятельность. Значит, он начал ездить по странам Европейского Союза, Чехия, Польша, Германия, я уже рассказывал тоже, и договаривался с представителями этих стран, чтобы на территории этих стран, в первую очередь это в Берлине, в Праге и в Варшаве, создать так называемые центры единства, которые будут помогать гражданам Украины, значит, интегрироваться, только мне тоже не совсем понятно, интегрироваться на рынок труда Германии, например, на той стороны, где они находятся, и, соответственно, будут подыскивать работу тем гражданам Украины, которые хотят вернуться в Украину, чтобы они уже возвращались на рабочее место. Вот так. Кстати, в Берлине вот должен с дня на день запуститься вот этот новый центр единства. И характерно, друзья, то, что будет этот центр единства финансироваться полностью за счет немецкого правительства. То есть не Украина его будет финансировать, а немецкий налогоплательщик. Это центр единства, который будет открыт в Берлине. Я все жду, не дождусь, когда они перережут ленточку открытия. Но пока информации такой нет. Только поговорили, вот уже все. Вот они в феврале, я снимал видео, они уже договорились там с министром внутренних дел Фейза, все там утвердили эту концепцию, там вроде бы уже порядок есть, кто там будет работать, штатное расписание. Вот даже немецкие власти выделили помещение, здание в центре Берлина для этого центра. Все происходит за счет немецких налогоплательщиков. Вот жду не дождусь, когда они ленточку перережут, чем он там будет заниматься. Но это первый шаг, вот, то есть создали центр единства, чтобы поближе быть к украинским беженцам. Вторым шагом, значит, было привлечь тех, кто может себе представить возвращение домой. Что они как бы предлагают, да? Опять же, пока еще официально это нигде в нормативном документе не изложено. Это просто пока разговоры со стороны украинской власти. То есть они предлагают этим людям, значит, дешевые кредиты. То есть, если вы украинский беженец и пожелали вернуться на родину, то вы получите дешевый кредит, там, беспроцентный и так далее. Такие разговоры шли, да. Значит, если у вас дом в оккупации, то мы вам выдадим кредит, чтобы вы какой-то новый дом построили или квартиру купили, да. Там, или если у вас дом разрушен или поломан, то мы дадим вам денег, значит, в виде кредита, чтобы вы его восстановили. То есть, вот эти вот кредиты. Это второй шаг. Третий шаг — это они пообещали и дали как бы гарантию украинским мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за границей, что если вы найдете работу или мы вам подыщем работу, какую-то вакантную должность на территории Украины, на предприятии важной отрасли, то вы получите гарантированно бронь. То есть вы сможете спокойно доехать домой. Потому что огромная проблема. Сейчас вот вы себе представьте, украинский мужчина пересечет границу с Польши, заедет в Украину. Если он житель Запорожья, он в Запорожье не доедет. Он физически не доедет. Его схватят ТЦК и отправят. Понимаете, в чем проблема? И это все прекрасно знают. И вот тогда этот Чернышов сказал, что мы даем гарантию. То есть он уже эту гарантию, как бы бронь получит вот в едином центре. Да, и он как бы уже переедет границу, и если его там ТЦК к нему подойдут, он скажет: вот у меня бронь, там все оформлено официально, через Резерв Плюс, там, через ДИЮ и так далее. Понимаете, до какого абсурда дошло там мобилизация? Ну, вот такие вот шаги и так далее. Прошло несколько месяцев. Это вот с декабря начала тема обсуждаться, возврат, вот эти все гарантии предоставлялись, о которых я вам только что рассказал, да. Значит, и в средствах массовой информации в марте 2025 года появляется новость. Министерство национального единства не разрабатывает отдельных или разных политик, ну, имеется в виду условий, для тех, кто находится за границей и тех, кто остается в Украине. И журналисты украинские спросили об этой новости у министра этого нового Министерства национального единства Алексея Чернышова. Прокомментируйте, что вы имеете в виду, как это не разрабатывается, вы же тут обещаете. И вот что он сказал: отдельных или разных политик для тех, кто за границей или тех, кто в Украине, не существует. Нет экономических программ, что тот, кто возвращается, получает какой-то бонус, другой от того, кто находится здесь, в Украине. Программы Оселя 5, 7, 9, они одинаково доступны как для украинцев за рубежом, так и здесь. Отдельных льгот не существует. Все равны, заявил Чернышов. Ну, таким образом, наверное, он хочет поощрить
граждан Украины, которые находятся за границей, чтобы они быстрее думали, да, возвращаться в Украину. Ну не так ли? Вот напишите в комментариях. Ну вы поняли смысл? Все равны, нет никаких бонусов для тех, кто находится за границей. Мне просто интересно, вот с мобилизацией, они потом точно так же заявят, например, да, что все равны в вопросе воинского учета, мобилизации, там, бронирования. То есть, например, мужчина, его забронируют в этом в хабе единства, да, он приедет в Украину, а потом скажут: все, уважаемый, ты уже в Украине, поэтому мы с тебя бронь снимаем, ты должен в равных условиях быть, поэтому извини, пожалуйста, вот ТЦК и записывайся в вооруженные силы Украины. В общем, вы поняли, да, смысл? Пока продолжается война, конечно же, многие украинские беженцы не видят смысла вообще возвращаться на родину, пока идет война. Это понятно, потому что там опасно и так далее. Немецкие исследователи проводили опрос, я уже о нем 2 или 3 раза рассказывал, украинских беженцев, которые находятся на территории Германии. Значит, и спрашивали: хотите ли вы вернуться в Украину, когда уже окончится война, когда уже будет в Украине безопасно абсолютно. Все, закончилась война. Нет мобилизации, ничего. Вернетесь? 69% сказали категорически нет. Категорически нет. Ну, адекватные люди все-таки есть же среди украинских беженцев. Категорически мы не хотим возвращаться. Понятно, что они правду не скажут, по какой причине, да, не хотят возвращаться. Экономическая разруха там начали говорить и так далее. Но я думаю, что и другие есть причины. О том, как соблюдается законодательство, о том, какие там равные права у всех, о том, как там суды работают, какие выносят решения и так далее, да. Вот. Ну, об этом никто ничего не говорит на марафоне, и украинские журналисты тоже эти все вопросы не освещают. О том, как там умирают пенсионеры в Украине, потому что нет доступа к медикаментам, потому что пенсия 3000, а медикаменты стоят там от хронических заболеваний по 1500-2000. И об этом тоже украинские журналисты не говорят. Поэтому я думаю, что изначально, когда создавалось это Министерство национального единства, то вот эта задача вернуть как можно больше граждан Украины, я думаю, что там все прекрасно чиновники понимали, что, скорее всего, эта задача будет обречена на провал изначально. Но, скажем так, это трудная задача, да, в любом случае кто-то вернется, понятно, что есть желающие, кому Европа не подошла. Кто-то в любом случае вернется, но я думаю, что это будет маленький процент. По опросам мы видим, да, то есть 69% не хотят возвращаться, что касается Германии. Вот. С другой стороны, у Чернышова другого выхода нет, его назначили, он должен выполнять эту задачу, которая, скажем так, для этого министерства была и переименована, новая. Да. Соответственно, кроме этого, уже запущена новая программа, которая называется «Обеспечение выполнения задач и мер по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращения в Украину». То есть целая программа уже запущена, и мало того, друзья, на реализацию этой программы выделено 150 миллионов гривен из государственного бюджета. Эта программа нацелена на то, чтобы вернуть украинских граждан из-за рубежа в столь непростое время. Вот такая, друзья, ситуация. Как вы думаете, будет ли реализовано, поедут граждане Украины или не поедут? Я думаю, что поедут пенсионеры, самые уязвимые категория украинских беженцев. То есть те, кто просто после окончания временной защиты не сможет себя не содержать в Европе, не прокормить, не так далее. А вот они как раз таки вынуждены будут уехать. Они, понятное дело, не хотят туда возвращаться. Многие, потому что я же тоже с ними беседую, они мне звонят, я спрашиваю, они не хотят, но они уже вздыхают и говорят: а что нам останется делать? Вот они просто из-за, скажем так, вот такой ситуации туда поедут. Но молодежь, те, кто работает, те, кто трудоспособного возраста, да, те, кто устроился, те, кто более-менее выучил языки, я думаю, что таких будет единицы. То есть большинство постараются остаться. Что они сейчас и делают. Огромное количество запросов, огромное количество звонков, спрашивают, как остаться, как остаться, как остаться, как остаться, как остаться, расскажите. Ни один не задает вопрос: хочу вернуться и так далее. Как остаться, как остаться. Ну, может, такая просто деятельность, поэтому и звонят те, кто хочет остаться. Но
желающих вернуться очень мало. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.